Ребятки, всем привет, это новое видео, и на этот раз у нас абсолютно другая страна, с другой вообще абсолютно культурой, даже на другом континенте, поэтому приятного вам просмотра и добро пожаловать в Сербию. Гляньте, какая тут штука странная. Я, честно говоря, так и не разобрался, как это работает. Я типа прикладывал и сюда, и сверху, и как только не прикладывал, оно что-то не работает. Но как-то все включают эту тему. Это пешеходный переход, если что. На каждой остановке можно найти вот такие табло, где написано, когда прибудет твой автобус. Это на самом деле очень удобно, потому что карты иногда могут обманывать, а вот эта штука показывает достаточно четко и точно. Уже от себя подметил, что татуированные люди здесь очень сочетаются с городом, потому что очень много граффити. Ну и про граффити я так понял, что это вообще отдельная история в этом городе, потому что их тут очень много, они очень разнообразные, и везде это встречается абсолютно. Вы только посмотрите, как тут люди живут. Они вот здесь живут в таком старинном доме еще 19 века. И здесь сразу же находится улица. Очень, я так понимаю, туристическая, старинная. И вот они живут прямо здесь. Я думаю, по вечерам тут происходит просто сумасшедший дом. Этот район был важным торговым центром еще во времена Османской империи, ну и, соответственно, это был один из самых бедных районов Белграда. Тут жили ремесленники, портовые рабочие, торговцы, а сейчас это любимое место для многих художников, студентов и всех тех, кто хочет почувствовать этот приятный вайбик. Вы заметите, из-за того, что эта улица была вот для этих бедняков на уровне там музыкантов, художников и прочих, все тут такое красивое, старое, антуражное. Это очень круто на самом деле. А вот церковь католическая 1930 года, представляете вообще? Ей 100 лет уже практически. И вот она стоит, все переживает. Раньше говорили, я вообще слышал много где, что типа Сербия это как Россия, как в России. Я могу сказать, что вообще нет. Ну, у меня впечатление, как будто бы они намного ближе к Европе, намного ближе, не знаю, на 9 из 10 они ближе к Европе, чем к России, потому что здесь я не могу вообще ничего такого типа заметить, чтобы было близко к России, кроме много того, что русских. Но в целом это вообще бред. Но опять же, понимаете, да, что ни в одной стране без вот этого не обойтись. И они везде абсолютно. Посмотрите, вообще на каждом доме граффити, вы видите? На каждом доме, абсолютно везде. Это какой-то культ у них, видимо, местный. Вот она, наша братская родная Аргентина. Прикол? Солнце подошло уже, сколько, 7 вечера, наверное, да? 7 вечера, и прям получше стало, конечно. Хоть и так же 30 там практически градусов, но просто менее жарко реально стало, менее потно. Для ошибка 35 градусов в данный момент, если что. А лучше стало намного. Ай-яй, вы только посмотрите, какие вообще классные улочки. Потрясающе, реально. Какой-то импровизированный фонтанчик. Он мне, знаешь, что напоминает? Как в Гарри Поттере был, помнишь? Вообще один в один как будто бы. И сейчас такая вставка из Гарри Поттера, это вообще другое. Смотрите, как Тасе идеально подходит европейский стилек. Ну а дальше мы зашли в очень уютную, приятную кофейню, которая оказалась очень модным местом среди удаленщиков и молодежи.
такие веганские боулы там, с мороженым, с йогуртами, еще с чем-то. Короче, вот такой боул пришел Тасе. Офигенный. Что, это прям асая, как из Бразилии? Короче, это ровно такая же асая, как мы в Бразилии ели, один в один. Начался режим энергосбережения. А мне, короче, пришла вот такая. Ну, это, конечно, база и классика, но вот это прям, конечно, кайфово выглядит. Не хочет, чтобы я ее снимал, но она говорит, что это прям вообще один в один, как было в Бразилии. Вообще никакой разницы. Мы почему-то думали, что асаи тут нету нигде. Потому что мы ее с собой везли. Или что мы с собой везли? Порошок асаи мы с собой, да, везли? Но она говорит, что прям вообще один в один. Ой, там фотограф. А я, короче, просто пришел макаронов по-флотски навернуть за косарик. Это тоже нормальная темка. Ребятки, также, если кому-то интересно, почему мы уехали из Латинской Америки, то внизу ссылка в описании с телеграм-каналом. Туда переходите и там обо всем читаете. Там я обо всем рассказал. Короче, 0,5 сниму, смотрите, второе. Это булка, яйцо. Что там еще? Ветчина и сыр. По-моему, сейчас, мне кажется, прям вообще мега чипчик будет лютый. Пока Тася, короче, фотки делает, я попросил снять, она фотки сидит делает. Короче, расскажу, это мега офигенный бутерброд. И в целом, вот даже паста очень вкусная. Бутерброд это просто что-то, ну, очень, типа, нереально вкусно, если честно. Это они прям очень нежные, сладкие, какие-то прям супер классные, короче, булочка и все. Сегодня днем было 37 градусов. Там 37, 38. И посмотрите, вот сейчас 8 вечера. И 33 градуса на улице, прикиньте. А уже если что, темнеть начинает. А сейчас 33 градуса. Прикиньте. Поужинали, я думаю, сейчас уже будем идти в сторону дома. Так что я думаю, уже до завтра. Белград, в общем, это город, реально с живой уличной культурой. И тут очень сильно ценится самовыражение на улицах. Поэтому все улицы усеяны в граффити. И это не просто рисунки на стенах, а настоящий язык города. Они рассказывают истории, выражают протесты, показывают душу местных жителей. Здесь в целом можно встретить и политические месседжи, и яркие портреты легендарных личностей, и абстрактное искусство, в общем, все. Это очень сильно, на самом деле, удивляет своим масштабом, насколько много граффити на улицах. Уличные художники Белграда делают город реально живым, меняющимся и отчасти таким дерзким, знаете. Смотрите, с недавних пор у нас появилась возможность путешествовать только с одним портфельчиком, поэтому в этот раз в Белграде мы только с одним вот портфельчиком, с North Face. Если что, это, наверное, лучший портфель, да не наверное, а точно лучший портфель, который когда-либо у меня вообще был. Я с ним хожу, у меня даже спина не болит, хотя у меня реально больная спина. Поэтому, если куда-то ездите, я прям очень рекомендую. То есть я вообще максимально кайфанул от этого портфеля и хожу с ним с одним вообще максимальным удовольствием. Так что берем портфель и погнали в Белград. Сейчас мы пришли в такую кафешечку интересную, сейчас я покажу. Кафе Смоквица. Извиняюсь, если неправильно произнес. В общем, переводится как инжир, и названа она в честь настоящего инжирного дерева, которое растет во дворе. И это здание, это бывший частный дом 1930-х годов, вообще со всей сохраненной внутри атмосферой. Это одно реально из первых кафе в Белграде, которое вводило формат двор плюс кухня и плюс библиотека в одном месте. Помните, вчера я говорил, что жарко? Вот сегодня реально жарко. 38, понимаете? Смотрите, какой антуражик тут. Лампа висит, Тася сидит, кепочка моя лежит. И вот принесли, уже сейчас будем пробовать, что вкусно, не вкусно. У меня уже произошла небольшая профессиональная деформация. Я каждый раз в кафешках и в ресторанах сажусь с крайнего стола, чтобы можно было удобнее, короче, снимать окружающую обстановку. Это я вообще не заметил. Вот, в общем, принесли нам пиццу. Мы возле Латинской Америки просто решили попробовать, насколько хуже или лучше здесь. Ну, вроде выглядит, на самом деле, похуже, чем в Латинской Америке, конечно, но сейчас затестим. Короче, на десерт нам принесли вот такие штуки. Это веганский какой-то там шоколадный кейк, а у Таси чизкейк. И мне вообще обидно, что-то мне принесли какую-то непонятную штуку. Я думал, у меня что-то вот такое подобное будет, а принесли вот такое. Ну, короче, ладно, я потом выйду отсюда, и я расскажу вообще о своих впечатлениях о таких ресторанчиках. Касательно вообще всех этих ресторанчиков, я, видимо, не ценитель. Я, видимо, то самое быдло, которое кушает только макарошки с сосисками и котлетку с пюрешкой. Потому что, ну, мне реально максимально невкусно. То есть я там поел и то, и другое, и третье. Вообще не мое. Вообще не мое. Реально. Даже пицца, она реально вообще ни о чем.
Да, там очень красиво, хорошее обслуживание и прочее, прочее, но по вкусу это просто пипец. Мне не понравилось вообще. Хотя Тася сказала, что ей очень понравилось. Типа и пицца была вкусная, и все было вкусное. Ну, блин, просто я, скорее всего, говорю, я буду вот и все. Смотрите, кстати, про все то, что когда мы обсуждали, что я иду по Аргентине, очень жаркая погода, солнце и прочее, и везде на улицах есть деревья, которые реально прикрывают, и здесь такого очень много, то есть практически на каждой улице все закрывают деревья, и даже в жаркую погоду, даже в 38 градусов нет ощущения, что мне прям очень жарко, что на меня светит солнце и прочее. То есть все равно здесь это, понимаете, продумано. Как было продумано и в Аргентине, и в Чили. То есть, мне кажется, в таких странах, в таких городах это все изначально продумывается. Очень много красивой такой архитектуры, кстати говоря. Дома, фасады просто очень красивые. Некоторых домов. А некоторых, наоборот, все в граффити и очень некрасивые. Сейчас мы приехали в новый район Белграда. Называется Белград Waterfront. Здесь современная уже такая застройка. Все дома новенькие, красивенькие, широкие дороги, парковки. Мы, короче, зашли в торговый центр. Это тоже прямо здесь рядом. В очередной раз задерживаемся в торговом центре и, видимо, через пару часов только выйдем и продолжим. Потому что в 38 градусов ходить по улице, особенно где нет деревьев, а в этом новом районе их нет. Поэтому, я думаю, через пару часов чуть-чуть, может быть, погода подуспокоится, солнце подзайдет, и мы пойдем дальше прогуливаться. Честно, то Белград прям вообще все силы высасывает за счет этой погоды. Просто ужас. Вроде полдня прошло, уже сил вообще никаких нет. Но вот зато вот мы дошли до этого здания, дошел и до этого залива. Смотрите, какой мостик. Симпатичный. Так он реально просто сделан, чтобы пройтись, прикольнитесь. Видите, на мосту эти штуки, они полностью из стекла. Я такое в Китае только видел. В общем, если вам нужен какой-то такой подобный райончик поспокойней, посовременней, то это вот Белград Waterfront 100%. Когда-то это все застроится, там инфраструктура появится, будут обычные такие элитные типа спальные районы. Но сейчас, честно, я бы в таком не жил. Я сейчас смотрю на дома, на частные, вот это прям по моей теме, вот это то, что надо, где есть и гараж, и газон, и рядом деревья, и можно куда-то поехать. Отсюда, пока выйдешь из этого города, 2-3 часа, наверное, пройдут из этих пробок и прочего. Наверное, круто, но для тех, кто вот любит дома посидеть, поработать там и вот это все прочее. Мы больше, ближе к природе все-таки. Вот я это начинаю понимать, что все-таки нам нужен дом. 38, оказывается, если идет дождь, то все равно неприятно. Но норм. Сейчас охладимся немножко, постоим под дождиком. И дальше потом пойдем, Осталось совсем немножко нам доехать, мы уже доехали. Бесплатный автобус вообще 10 из 10, реально. Сейчас доехали опять бесплатно, с кайфом. Хорошо, можно идти. Заметили, что вы все видео смотрите, как Тася уходит вперед постоянно. Постоянно все видео догоняем Тасю, чисто идем и догоняем Тасю, все видео. Смотрите, какая лестница. Сколько? На метров 150, наверное, просто вверх. Белград, он такой, не плоский все равно. Постоянно куда-то приходится подниматься. Гляньте, это богомол. Не фокусируется. Ну, сфокусируйся. О! Видали? Богомольчик сидит. Ой, он трясет, и значит, он нападать будет. Такие места вижу. Сразу ощущение, что я бы тут на каком-нибудь горном велике бы съехал. Было бы интересненько, конечно, посмотреть, да? Интересненько посмотреть, как бы я тут с кайфом разложился где-нибудь, оперил. Понимали, вот этот парк, ботанический сад, где мы сейчас находимся, он был основан
1889 году королем местным. И сам факт того, что этот парк вообще тут уже существует очень-очень-очень много лет. И честно, прям это чувствуется здесь, как будто бы на самом деле. Мне кажется, что это штуки вот с самого основания она тут стоит. Просто она, скорее всего, реставрирована, но даже сейчас, прикиньте, она все работает. И можно пить водичку, если хочется. Здесь растет больше 1000 различных видов растений со всего мира. Мы, короче, подошли к оранжерее, и она была из Германии, привезена сюда. Вот эта металлическая огромная конструкция. Написано, что более 100 лет назад. Точно сказать не могу, когда, но она прям нереально красивая, конечно. На самом деле очень много еще видов растений внутри, поэтому сейчас зайдем и тоже глянем, что там имеется, интересно. Гляньте, вот за 100 лет. Прикиньте, они насколько содержат ее в идеальном состоянии. Даже все вот эти вот штуки, они все вот максимально четенькие, максимально выкрашенные, все в отличном состоянии реально. Одни наши кактусы латиноамериканские. Их из Латинской Америки везли, интересно. Если вам хочется просто пойти повайбовать где-нибудь, посидеть в тихом, спокойном, уютном месте в центре города, где будет очень много там растений, тенек, даже вот сейчас 37 там, градусов, но здесь очень прохладно и реально можно спокойно прийти сюда, посидеть, попить там, не знаю, кофеек, да, за $4, ну там плюс-минус. Так сказать, если вы где-то были, где-нибудь там в Южной Америке, в Европе, то для вас, вот, я думаю, ничего удивительного особо не будет. Вот прикольно посидеть, просто кофе попить, но не за $5. Опять же, было бы бесплатно. Крутое место, чтобы просто выйти из дома, там, прогуляться или что-то еще поделать, подышать свежим воздухом. Но идти сюда целенаправленно за $5 я лично вообще не рекомендую, если вы не были вообще ни в каких оранжереях. Грубо говоря, вы были в Петербурге, в Москве, все, я думаю, тут делать особо как бы и нечего, если честно. На выходе из ботанического сада заметили такой знак, и он, короче, означает, что в разных направлениях есть парковки различные, и показывает свободные места на этих парковках. Прикол, прикол. Куда мы сейчас пойдем? Тася хочет пойти попробовать пострелять с лука. И тут есть такая просто услуга в этом месте. $6 стоит на улице, 39 стоит внутри. Вот сейчас пойдем посмотрим, есть ли вообще там свободные места, чтобы пострелять из лука. Калимегдан — это не просто парк. Это целая крепость, стоящая здесь больше 2000 лет. И римляне, византийцы, османы, австро-венгры все оставили свои следы в этих стенах. Вот здесь как раз-таки начинается сама крепость, я так понимаю. И сейчас мы пойдем посмотрим, как туда вообще пройти внутрь. Вот подумать, это нужно же куда-то будет залезть, если вдруг, да, вот я, например, какой-то вот этот доисторический, там, не знаю, воины, мне вот надо разобраться, это же вообще с ума сойти. Это просто залезть по такой стене. Не знаю, сколько сотен тысяч человек нужно, чтобы вот это все осадить. Вообще жуть какая-то, не? Видите, что я не прав. Мне кажется, что в таком месте нужно создавать какую-то определенную атмосферу, раз это какая-то историческая крепость. Ну, реально, ну, явно не включать какую-то дискотечную какую-то музыку. Сразу ломается настроение, атмосфера. Тут надо включить что-нибудь типа там
из Game of Thrones, знаете, что-нибудь такое, чтобы какие-нибудь такие ходили тут всякие в рыцарских доспехах или прочее. Но включать какой-то дискач, я не знаю, мне прям сразу, ну, ломает вообще всю атмосферу абсолютно этого места. Вроде идешь, какие-то башни, там, часовни, клетки, какие-то приколы всякие, доспехи. И тут вот это вот играет. Что за бред вообще? Зачем это делать? Это просто портит все. Ну вот это как будто вот мы в Латинской Америке. Написано на картах, написано на сайте, что ребята, приходите в субботу пострелять, будет кайф, круто, модно, молодежно, весело, задорно. А в итоге просто приходишь, нифига нету, никого нету, луков нету, ничего нету, не пострелять. Ну чё вот, зачем они так делают? Зачем написать везде, что все можно, а в итоге нифига нельзя? Вот за это прям вообще, конечно... Минус реп, реально минус репчик. Идем, реально надеемся, посмотрели все заранее, в итоге приходим и ничего нету. Это тупо вот в Латинской Америке вайб, реально, что смысла нету ничего смотреть заранее, нужно приходить и проверять. И вот тут вот как будто бы тоже точно такое же отношение дурацкое. Тут есть еще и вот такой моментик, и вот я не знаю, стоит, ну пойдем. О, это просто окно, прикиньте. Тась! Прикол? Ладно, я думал, это что-то более интересное. Гляньте, на стенах, прикиньте. Забрался. Пойдем туда? Пойдем, 100%. Хрена тут высота, вы прикиньте. И это просто обрыв. Я даже не пойду туда тестить. Я боюсь высоты. Обалдеть. Как вообще можно было осадить такую крепость? Это же просто сумасшествие какое-то определенное вообще. Реально неадекватность, чтобы вот такое место пойти куда-нибудь осаждать или еще типа того очень делать. Ужас. А не хотелось бы, конечно, чебурекнуться с такой стены. Но выглядит жесть как красиво, да? Реально крепость настоящая, обалдеть. Что ж, я думаю, на этом мы закончим это видео. Честно, Белград меня очень сильно удивил, потому что я не ожидал, что тут настолько интересно, по-европейски, много что можно посмотреть, куча современного, куча исторического и прочего. Я думаю, что мы еще будем его изучать чуть позже, потому что сейчас температура 38, и достаточно тяжело реально находиться на улице, но я думаю, что скоро у нас в планах купить машину. Сербию мы будем тщательно изучать, в том числе и Белград, поэтому... Оставайтесь на канале, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень сильно благодарен, как и всегда. Так что спасибо еще раз за просмотр и до новых встреч и пока.